Любой наблюдаемый объект, напоминающий летательный аппарат, принадлежность которого не опознана земными наблюдателями, можно называть НЛО. Популярнее всего считать, что НЛО имеет форму летающей тарелки. Другая теория говорит о том, что другие цивилизации никогда не посещали Землю или ее окрестности. Но фотографии и свидетельства очевидцев говорят об обратном. Недавно мировые СМИ буквально взорвались. Пентагон опубликовал ранее засекреченный отчет о неопознанных летающих объектах. Документ, как пишет The Conversation, представляет собой краткую 9-страничную версию более крупного секретного доклада, представленного Комитетом по делам вооруженных сил и служб Конгресса. В нем оценивается угроза, создаваемая неопознанными воздушными явлениями, и прогресс, достигнутый целевой группой Министерства обороны по неопознанным воздушным явлениям в понимании этой угрозы. В докладе, конечно, нет вывода о том, что НЛО являются инопланетными космическими аппаратами. Скорее, он показывает, что целевая группа не добилась большого прогресса с момента своего создания 10 месяцев назад. Интересно, что вопрос о том, стоит ли искать жизнь за пределами Земли, как правило, получает положительный ответ. Земляне уже давно ждут, пока представители разумной цивилизации выйдут с нами на связь. Но стоит ли нам вообще это делать? Не приведет ли поиск разумной жизни во Вселенной к гибели нашей цивилизации? Даже на пороге современной эпохи люди описывали НЛО примерно так же, как это делали римляне. Нашими кинжалами и мечами были рассказы и о фантастических дирижаблях из популярных романов Жюля Верна, и об отчаянных пилотах призрачных аэропланов, о которых говорили на заре авиации в 20-е и 30-е годы. Далеко не последнее место в этих историях всегда занимали интерпретации. Дирижабли считались творениями неведомых гениальных изобретателей. Призрачными аэропланами окрестили первые самолеты, на которых совершали свои дерзкие полеты бесстрашные пионеры авиации. На тот момент эти эпитеты казались вполне оправданными, их несостоятельность доказала лишь время. При этом важно отметить, что ни очевидцы, ни широкая публика практически никогда не рассматривали подобные истории как свидетельство вторжения чужой расы в наше воздушное пространство. Этот факт имеет для нас намного большее значение, чем может показаться на первый взгляд, поскольку охватившее современное общество помешательство на теории пришельцев способно значительно исказить наше восприятие наблюдаемых событий. Дирижабли или воздушные корабли действительно напоминали дирижабли и воздушные корабли, а призрачные аэропланы именно таковыми и казались. Поэтому, если нам кажется, что мы видели в небе звездолет пришельцев, ибо у нас уже сложился определенный образ того, как он должен выглядеть, это еще не повод полагать, как это делают многие, что мы действительно видели именно его. Таким образом, явно имеет место эффект, описываемый уфологами как культурное наведение. На протяжении всей истории человечества тайна НЛО видоизменялась параллельно с развитием общества. По мере технологического прогресса образы летающих тарелок принимают формы, соответствующие последним техническим достижениям или слегка их опережающие. Для объяснения этого факта можно выдвинуть различные гипотезы, начиная с того, что пришельцы пытаются таким образом маскироваться среди людей, и заканчивая версией о проекции образов нашего коллективного бессознательного. Как бы мы ни относились к этому явлению, его следует признать фактом, игнорировать который невозможно, и тем не менее по непонятным причинам его предпочитают замалчивать. Было бы слишком самонадеянно полагать, что дирижабли прошлого безусловно не могли быть летающими тарелками, тогда как аппараты, наблюдаемые нами сегодня, несомненно, принадлежат иным цивилизациям. Мы можем быть полностью уверены лишь в том, что люди действительно наблюдают странные явления. Современная методология исследований, задним числом анализируя волны увлечения воздушными кораблями и жуткими аэропланами, подводит нас к более правдоподобным объяснениям. В 1896 году еще не было исследователей, которые пытались докопаться до истины, были лишь репортеры, которые охотились за сенсациями. Как и во все времена, сообщение «эта женщина видела звездолет» — ходовой товар, тогда как сообщение «эта женщина видела метеор» и приняла его за звездолет ни у кого не вызовет интереса. Тем не менее, многие сообщения эпохи повального наблюдения дирижаблей обязаны своим появлением тому же эффекту, что и случаи, которые можно отнести к категории опознанных летающих объектов в наши дни. Как минимум 90, а то и 95% всех сообщений о летающих тарелках объясняются феноменом опознанных летающих объектов.
Нередко за НЛО по незнанию принимают ярко сияющую Венеру. Большинство людей, которые считают себя очевидцами НЛО, в действительности наблюдали такое редкое явление, как комета, извергающая поток плазмы, однако были склонны к более фантастическим интерпретациям, так как не обладали научной подготовкой, позволяющей правильно квалифицировать свои наблюдения. И все же наряду с оптическими обманами и ошибочными интерпретациями встречаются загадочные случаи, которые не нашли объяснения не только в свою эпоху, но и по прошествии столетий. Это касается и современных НЛО. Вычленить несколько заслуживающих внимания сообщений из лавины ошибок и иллюзий все равно, что искать иголку в стоге сена, однако мы, по крайней мере, имеем все основания полагать, что такие случаи существуют. Третья волна увлечения летающими тарелками пришлась на самый неподходящий момент – разгар Второй мировой войны. Заметив некие светящиеся пятна, преследующие бомбардировщики союзников, летчики не задумывались о том, что пилотировать их могут пришельцы. Их больше беспокоила вероятность того, что это новое нацистское оружие, от которого у них нет защиты. Бесстрашные асы Второй мировой окрестили их фу-файтерами или огненными истребителями. Это название помогало пилотам рисовать в своем воображении что-то уже более понятное, а потому не столь жуткое, как смертоносное оружие пришельцев. Однако исследования этих инцидентов военными спецслужбами, как и следовало ожидать, были строжайше засекречены, и недоступность этой информации сказывается на развитии уфологии по сей день. Вскоре было установлено, что фуфайтеры не являются оружием нацистов. После войны начали всплывать отчеты о том, что пилоты противника тоже наблюдали светящиеся объекты, которые летели вслед за их самолетами, а затем улетали в неизвестном направлении. Что именно видели летчики боевых экипажей, выяснить не удалось, однако описание замеченных ими объектов стало уже привычным в наши дни. Небольшие светящиеся шары и сегодня играют в пятнашки с пассажирскими самолетами, причем происходит это гораздо чаще, чем готовы признаться пилоты, поскольку авиакомпании принуждают их молчать из страха потерять клиентов, если истинные масштабы подобных происшествий станут известны широкой публике. Инциденты с участием военных тоже случаются и в мирное время. Так, события над Ираном в сентябре 1976 года, когда пилот боевого самолета «Фантом» пытался поразить НЛО управляемыми ракетами, мало чем отличается от аналогичных эпизодов, происходивших с их куда менее технически оснащенными коллегами над Европой во время Второй мировой войны. Даже после окончания войны, когда над Скандинавией появилась группа быстролетных сигарообразных объектов, мало кто всерьез воспринял гипотезу об инопланетном вторжении. Эти так называемые неуловимые ракеты приписывались экспериментам советских конструкторов, пытавшихся усовершенствовать захваченное во время войны немецкое оружие, прототип ракет стратегического назначения, способных доставлять боеголовки на большие расстояния. Были зафиксированы сотни подобных случаев, которые военные втайне изучали как секретное оружие русских. Некоторые из этих объектов, вероятно, имели природное происхождение, скорее всего, это были метеоры, как, вероятно, и многие фу-файтеры. Однако среди них, несомненно, были и НЛО в том смысле, в котором этот термин используется сегодня, хотя в то время он еще не появился на свет. В настоящее время представляется крайне маловероятным, что это было советское оружие, поскольку на огромной территории СССР было более чем достаточно пространства для запуска экспериментальных ракет без всякого риска обнаружения потенциальным противником. События послевоенных годов вполне объясняют нескончаемые волны и пики наблюдений НЛО в США в последующие годы. Сегодня мы уже привыкли к тому, что НЛО могут совершенно неожиданно появляться над любыми точками земного шара, и подобные инциденты могут происходить практически регулярно. Но в те годы внезапное появление любого неизвестного объекта над территорией США воспринималось как крайне тревожное событие. Типичный менталитет времен Холодной войны, а вдруг это новое оружие, побуждал интерпретировать любое необычное явление как угрозу для Соединенных Штатов. Понятно, почему любое наблюдение НЛО немедленно становилось предметом изучения спецслужб и рассматривалось как военная тайна. Наследие политики тех лет и сегодня неотступно преследуют уфологию. Армии союзников и после окончания войны не раз фиксировали на своих радарах и даже атаковали неизвестные светящиеся предметы. Наиболее известен случай, когда в январе 1947 года военный самолет преследовал такой объект на всем протяжении от Северного моря до берегов Голландии. В
течение нескольких последующих месяцев американские военные отмечали другие подобные эпизоды, и разведка военной базы Гамильтон-Филд в Калифорнии приступила к секретному расследованию. Поскольку большинство этих объектов, или точнее световых пятен, имело дискообразную форму, в сообщениях о необычных явлениях очень скоро стал фигурировать термин «летающий диск». Название прижилось, поскольку военно-воздушные силы сами занимались разработками дискообразных летательных аппаратов, пытаясь создать конструкцию идеальной аэродинамической формы. Было известно, что нацисты строили прототипы таких аппаратов, а в 1950 году начались летные испытания экспериментальных моделей американского производства. Испытания закончились провалом, однако необходимо было принимать во внимание вероятность того, что Советы могут построить летающий диск, пользуясь чертежами, захваченными у немцев. Если бы русские захотели вести разведку над американской территорией, они не полетели бы за тысячи километров через всю Европу и Атлантику, а пересекли бы Берингов пролив с территории СССР, что подвергло бы наибольшей опасности военные объекты, расположенные на северо-западе США. Тот факт, что ключевыми зонами активности НЛО в 1947 году были штаты Орегон, Вашингтон, Калифорния и Айдахо, лишь укрепляло военные круги США в этих нешуточных опасениях. В конце июня 1947 года проблема НЛО стала достоянием средств массовой информации. Утечка произошла не из военных источников, которые еще только оценивали серьезность положения. Все началось с того, что пилот частного самолета Кеннет Арнольд увидел в небе необычные объекты, которые он посчитал секретными американскими самолетами или ракетами. Его желание публично заявить об увиденном еще более возросло, когда стало очевидно, что относительно происхождения этих аппаратов Пентагон пребывает в не меньшем недоумении, нежели сам очевидец. Вскоре по всему миру прокатились невзначай брошенные Арнольдом слова, которыми он описывал объекты, имевшие на самом деле форму полумесяца. Пресса подхватила формулировку Кеннета «они скользили, словно тарелки по воде», и создала из нее завладевшие сердцами читателей летающие тарелки. Спустя несколько дней уже вся Америка ошибочно полагала, будто обнаруженные летательные аппараты были похожи на тарелки. Словосочетание вошло в повседневный обиход. Заблуждение относительно внешнего вида летающих тарелок укоренилось столь прочно, что через 5 лет, когда Арнольд издал мемуары о своих наблюдениях под заглавием «Пришествие тарелок», издатели поместили на обложку книги изображение тарелкообразного устройства, уже ничем не напоминавшего те объекты в форме полумесяца, которые видел ее автор. Предыдущие волны активности НЛО были успешно скрыты от широкой публики завесой военной тайны. Однако СМИ не упустили возможность погреть себе руки на сенсации, раздув ажиотаж вокруг истории Арнольда, что и повлекло за собой неизбежные последствия. Люди начали вглядываться в небо, пытаясь увидеть там летающие тарелки. И, разумеется, многие их видели, точнее, видели то, на что раньше не обращали внимания – звезды, метеоры, геодезические воздушные шары и высоколетящих белых птиц, отражавших яркие лучи солнца. Реальные же объяснения никого не интересовали. Каждый новый случай подливал масло в огонь моды на тарелки, стремительно набиравшие обороты. Столь масштабное заблуждение касательно формы наблюдаемых объектов имело весьма далеко идущие последствия. Естественно, многие начали описывать замеченные предметы как тарелки. Находились, однако, и те, кто пытался описывать свои наблюдения НЛО более объективно. Собственно говоря, даже в конце 40-х годов, в разгар охоты за НЛО, лишь около 30% очевидцев сообщали о том, что видели именно тарелки. С ростом числа наблюдений в последующие годы этот процент еще уменьшился. Объекты, хотя бы отдаленно напоминающие классические летающие тарелки, стали упоминаться лишь в одном из 10 случаев, сегодня же эта цифра составляет менее чем 5%. Эта статистика, пусть и неожиданная, имеет немаловажное значение. С 1950 года на общественное сознание обрушилась лавина кинофильмов, телепередач и комиксов, которая вдалбливала в головы людей образ летающей тарелки как единственной формы транспортного средства, которое используют уважающие себя инопланетяне. И все по причине неправильно понятого журналистами сообщения Кеннета Арнольда об увиденных им объектах. То, что это заблуждение давлеет над умами даже спустя полвека, само по себе удивительно.
Тем не менее, летающие тарелки сопровождают нас повсюду, в диснеевских фильмах, игрушечных магазинах, научно-популярных передачах и на страницах бульварных газет. Очевидцы, видевшие объекты тарелкообразной формы, никогда не составляли большинства. Несмотря на шумиху вокруг летающих тарелок, число людей, сообщающих о них, продолжает падать. Это весьма примечательная тенденция. Многие скептики утверждают, что феномен НЛО представляет собой не более чем коллекцию оптических обманов и домыслов впечатлительных зевак. Но если так, то где же тарелки? В самом деле, если НЛО – это массовая галлюцинация, тогда почему летающие тарелки не занимают в ней первое место, несмотря на колоссальную рекламную кампанию в средствах массовой информации и киноиндустрии? Интересно отметить, что военным термин «летающие тарелки» не понравился. Хотя это словосочетание и сегодня используется повсеместно и имеет свои эквиваленты в большинстве языков, в армии по-прежнему предпочитают термины из старого военного лексикона, например, «летающие диски». С 1949 года, когда над ракетно-ядерной военной базой в Нью-Мексико наблюдались размытые зеленые огни, военные стали периодически пользоваться нейтральными выражениями «кометы» и «неопознанные источники света». Так, в отчете ВВС США от 1980 года и в заявлении Министерства обороны Великобритании от 1983 года о посадке НЛО в местечке Рэндалшем-Форест используются именно такие осторожные формулировки, в частности, необъяснимые световые эффекты. СМИ и общественность, в отличие от военных, не скупятся на куда более красочное описание и рассуждения о закулисных махинациях правительства или вторжениях пришельцев. Разумеется, эти слухи получили такое распространение, поскольку привлекают внимание и хорошо продаются, а не потому, что они подкреплены какими-либо свидетельствами. В 50-х годах большинство книг об НЛО содержали выражение «летающие тарелки» даже в своем заглавии. В первом международном журнале, посвященном изучению НЛО, в течение многих лет печатались такие ведущие ученые, как Жак Валли, Ален Гинник и Джеймс Макдональд. Тем не менее, это издание каким-то чудом сохранило свое первоначальное название, полученное еще в 1955 году «Вестник летающих тарелок». Впрочем, к началу 60-х годов название сократили до аббревиатуры ВЛТ, под которым этот журнал известен и сейчас. Аббревиатура более не ассоциируется с давно дискредитировавшим себя выражением, которое, однако, остается в полном названии журнала без каких-либо изменений. В 1952 году программу ВВС США по изучению загадочного явления возглавил капитан Эдвард Раппельт. Он решил, что для секретных отчетов нужно придумать более респектабельное название. Раппельту были не по душе ассоциации, которые вызывает словосочетание «летающая тарелка», а выражение «летающий диск» ему тоже не нравилось, поскольку во многих отчетах фигурировали объекты, не напоминавшие по форме ни то, ни другое. И тогда он придумал словосочетание «неопознанный летающий объект» или, сокращенно, НЛО, что полностью соответствовало характеру большинства наблюдаемых случаев. Распространению этого термина, несомненно, способствовал научный советник при ВВС США астроном Джоули Ален Гинник. Идея оказалась столь продуктивной, что быстро завоевала признание. Военные использовали этот термин потому, что он более точно отражал действительность. Зарождающиеся группы по изучению НЛО и уфологи нашли его удачным, поскольку он создавал вокруг темы НЛО ореол научности и респектабельности, которых никогда бы не обрели летающие тарелки. Но когда в 1955 году страницы газет заполонили истории контактеров, якобы совершавших увеселительные прогулки на борту НЛО, исследовательские организации почувствовали себя неловко и предпочли отмежеваться от подобных нелепостей, которым невольно открыл зеленый свет Раппельт. Словосочетание «НЛО» имеет эквиваленты в большинстве современных языков, в частности, Unidentified Flying Object UFO в английском, а общий вариант Non-Identified OVNI во французском. Оно вошло во многие словари и выдержало проверку временем гораздо успешнее, нежели летающая тарелка. Производные от него слова «уфология», «дисциплина», изучающая НЛО, от их английского названия, и «уфолог», представитель этой дисциплины, также получили широкое распространение. Одну женщину, которая, выходя из автобуса на загородной остановке, наблюдала объект шестиугольной формы, спросили, считает ли она, что видела НЛО. Ее ответ полностью подтвердил уместность данного определения. Это был некий объект, он летел, и я, безусловно, не могла опознать его,
так что можно сказать: да, я видела неопознанный летающий объект. Разумеется, этот термин очень хорош для оценки свидетельств очевидцев, но в наши дни зачастую все обстоит не так просто. Яркость термина НЛО постепенно померкла, как и романтический ореол словосочетания «летающие тарелки». Дело в том, что, поскольку этот термин стали интерпретировать практически однозначно как летательный аппарат пришельцев, в массовом сознании он стал ассоциироваться исключительно с теорией инопланетных вторжений. Задавая вопрос, верите ли вы в НЛО, вы на самом деле спрашиваете, верите ли вы в существование летательных аппаратов, пилотируемых инопланетянами. Это с очевидностью не соответствует тому смыслу, который первоначально вкладывался в понятие НЛО, как не соответствует и его буквальному определению. Однако в наши дни представляется маловероятным, что это несоответствие когда-либо начнут принимать во внимание или что истинный смысл термина НЛО будет восприниматься должным образом. Поэтому в начале 70-х годов, когда проблема стала ощутимой, уфологи принялись искать замену, и с тех пор необходимость такой реформы осознается все шире и шире. Ученые и, в частности, доктор Жак Валли в научных трудах, изданных в 60-е годы, попытались осветить тему НЛО под новым ракурсом. Они не просто стремились дать феномену новое имя. К тому времени уже стало очевидно, что факты наблюдений НЛО распадаются на несколько категорий, начиная от светящихся огней в небе и заканчивая новыми веяниями, заявлениями о том, что инопланетяне якобы похищают людей. Валли начал сортировать отчеты об НЛО, используя самые простые обозначения тип 1 и тип 2, однако для широкой публики смысл такого деления оставался непонятным. И снова наибольшее влияние на умы своей эпохи оказал доктор Аллен Гинник. Для своего программного сочинения «Опыт контактов НЛО», опубликованного в 1972 году с разрешения американского правительства, Гинник нашел простой и изящный способ классификации всех свидетельств на несколько четко различимых групп. Его классификация включала в себя градации от рядовых наблюдений, каковые исчислялись тысячами, и до более экзотических случаев, включающих контакты с пришельцами. Для самых типичных случаев Гинник использовал словосочетание «ночные огни» или «огни в небе», сократив последнее до ОВН. Свыше 90% всех наблюдений НЛО относятся именно к этому типу. К примеру, под эту категорию подпадают фу-файтеры. Некоторые объекты, согласно заявлениям очевидцев, имеют более характерные очертания. По отношению к ним Гинник несколько непредусмотрительно решил сохранить военную терминологию и назвал их дневными дисками. Хотя этот термин правильно передает впечатление от увиденного, он все же не вполне точен, поскольку во многих случаях речь, безусловно, идет не о дискообразных летательных аппаратах. К числу типичных форм НЛО относятся сигарообразная, цилиндрическая и треугольная, особенно часто встречающиеся в последнее время. Кроме того, Гинник придумал выражение, всемирная популярность которого стала для него, несомненно, полной неожиданностью. Речь идет о тесных контактах. Вводя этот термин, сам автор имел в виду те случаи, когда очевидцы оказывались на близком расстоянии от НЛО, когда НЛО пролетали низко над их головами, приземлялись неподалеку или когда очевидцы попадали внутрь объектов. Гинник разбил эти случаи на 3 группы. Тесные контакты первого рода — это наблюдение низколетящих аппаратов, к тесным контактам второго рода относятся объекты, после приземления оставившие следы, и, наконец, тесные контакты третьего рода подразумевают наблюдение самих пришельцев. Это вовсе не обязательно означает похищение. Более того, сам Гинник испытывал серьезные сомнения по поводу этих историй, которых к 1972 году было зарегистрировано всего несколько. В эту группу он выделял случаи, когда пришельцев видели вне или внутри НЛО, как это было при приземлении в Сокоро в 1964 году. Несомненно, именно благодаря работе Гинника и тому, что Стивен Спилберг использовал его классификацию в названии фильма «Тесные контакты третьего рода», вышедшего на экраны в 1977 году и ставшего мировым бестселлером, новая терминология окончательно закрепилась в сознании миллионов людей. После успеха фильма Спилберга вполне естественно было ожидать, что на экраны вскоре выйдет продолжение. Но как называлась бы следующая серия? Наблюдения средней определенности предполагали уже более конкретные отчеты об увиденном, например, о геометрической форме, очертаниях или структуре объекта.
Гинник согласился с тем, что предпочтительнее название, не связанное с некой конкретной формой, например, с диском, сегодня выражение «средняя определенность» представляется для таких случаев еще более уместным. Гинник также выделил в отдельную группу наблюдения, которым присвоил особое название «радарно-визуальные». Он сделал это, поскольку полагал, что наблюдения, подкрепленные обнаружением на радаре, обладают научной ценностью. Однако по мере того, как становились все более очевидными проблемы, связанные с радарами, и получили развитие другие методы обнаружения, в частности киносъемка, этой группе дали новое название – инструментально зарегистрированные случаи. И сегодня основной задачей и основным предметом внимания уфологов служит изучение не столько радарно-визуальных, сколько всех инструментальных данных. Хотя описание различных типов НЛО может показаться бессмысленным занятием, интуиция Гинника, почувствовавшего ценность такого подхода, снова оказалась абсолютно верной. Так, например, чем выше мы поднимаемся по списку категорий и приближаемся к тесным контактам четвертого рода, тем более очевидные различия обнаруживаются в статистике. Если сравнить, к примеру, наблюдение средней определенности и ТК-4, аббревиатура ТК используется уфологами для обозначения тесных контактов, мы заметим существенные различия. Начнем с того, что первых значительно больше, чем последних. Один этот факт уже говорит о том, что контакт с пришельцами – переживание гораздо более субъективное, нежели простое наблюдение. Благодаря разбивке всех случаев на категории и их сопоставлению между собой можно получить и другие полезные сведения. По крайней мере, не подлежит сомнению следующий факт. НЛО – это несколько различных феноменов, а не какой-то один. Различия между отдельными типами НЛО таковы, что для этих типов можно предложить различные объяснения. Вероятно, существует 3 или 4 феномена НЛО, каждый из которых имеет свое особое происхождение, что и стало очевидным благодаря введенной классификации. Анализируя случаи, относящиеся к одной и той же категории, мы приходим и к другим интересным выводам. Так, практически все свидетельства, относящиеся к высшей категории тесных контактов, содержат указания на феномены, чрезвычайно редко наблюдаемые в случаях низкой или средней определенности. Вот как очевидцы обычно описывают то, с чего начинаются их наблюдения. Они вспоминают, что все звуки, включая пение птиц, внезапно затихают, а время и пространство перестают восприниматься обычным образом. Можно сказать, что очевидцы как будто временно теряют связь с привычным окружающим миром и попадают в совершенно иную реальность. Хотя при оперировании статистикой и обнаружении закономерностей в массе данных и полезны самые общие категории, перечисленные выше, для уфологов, как и для представителей других современных научных дисциплин, характерна тенденция ко все более узкой специализации. Сегодня выделены многочисленные типы случаев, имеющих весьма специфическую природу, например, случаи, когда по причине вмешательства НЛО у машины глохнет мотор и она останавливается. Каждый специалист может многое рассказать о конкретном типе НЛО, с которым бывают определенного рода контакты. Одним из последствий такой специализации явилось предположение о том, что некоторые случаи НЛО имеют чисто природное происхождение и связаны с физическими энергиями, не имеющими никакого отношения к пришельцам. Чтобы оградить эти случаи от ложных интерпретаций, уфологи ввели особый термин «неопознанные атмосферные явления». Такие явления, несомненно, существуют и никоим образом не могут считаться инопланетными по своему происхождению. В апреле 2020 года Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовало видеозаписи, записанные инфракрасными камерами на самолетах ВМС, которые зафиксировали столкновение самолетов с различными неопознанными воздушными явлениями. Пилоты сообщили, что видели объекты, летящие по небу с гиперзвуковой скоростью и почти мгновенно меняющие направление, что намного превосходит возможности любого известного самолета. Что видели пилоты? Причудливые атмосферные явления. Инопланетный космический корабль. Что-то еще. Новый отчет целевой группы США, посвященный расследованию подобных явлений, не подтвердил и не отверг идею о том, что наблюдения могут указывать на посещение Земли инопланетянами. В пятницу, 25 июня, Управление директора национальной разведки АДНИ опубликовало свой долгожданный несекретный разведывательный отчет под названием «Предварительная оценка. Неопознанные воздушные явления».
Интересно, что в марте бывший директор национальной разведки Джон Рэдклифф сообщил Fox News, что в некоторых сообщениях описываются объекты, движущиеся со скоростью, превышающей звуковой барьер, без звукового удара. Звуковые удары — это звуковые волны, генерируемые объектами, преодолевающими звуковой барьер. Ни один известный самолет не может двигаться быстрее звука, не создавая звукового удара. В настоящее время НАСА разрабатывает тихую сверхзвуковую технологию, которая может позволить самолетам преодолевать звуковой барьер, издавая приглушенный звуковой удар. Сообщения об НЛО, сделанные в основном военнослужащими, сегодня являются важными данными, имеющими значение для национальной безопасности. Министерство обороны США подтвердило, что НЛО угрожают безопасности полетов и, возможно, представляют угрозу национальной безопасности. Исследователи также отмечают, что непризнание такой информации может иметь серьезные пагубные последствия для институтов, либо напрямую, либо делая их склонными к критике со стороны других частей общества, о которых они должны были знать. Многие выдающиеся ученые, в числе которых знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг, считают, что нам с вами лучше не встречаться с инопланетянами. Еще в 2010 году британский ученый заявил, что лучше держаться от них подальше. Но почему? Своими мыслями на этот счет Хокинг поделился в документальном телесериале научно-популярного канала Discovery Channel. В нем он рассуждает о внеземных мирах и о том, что иные формы жизни, скорее всего, существуют во многих уголках Вселенной. Это здорово, если, конечно, инопланетная цивилизация не решит воспользоваться ресурсами нашей планеты, чтобы мимоходом захватить ее и двинуться дальше. Если на Землю прилетят жители других миров, то последствия могут оказаться такими же, как для индейцев во время прибытия Колумба в Америку, то есть не самые лучшие, сказал ученый. В некоторых научных кругах ученые также обсуждают, стоит ли нам пытаться связаться с другими цивилизациями. На самом деле эта тема очень важна для всей планеты. В течение 60 лет ученые искали с помощью радиотелескопов, прислушиваясь к возможным сигналам, поступающим от других цивилизаций на планетах, вращающихся вокруг далеких звезд. Эти усилия в основном были организованы Институтом сети в Калифорнии, аббревиатура расшифровывается как «Поиск внеземного разума», и до сих пор они не увенчались успехом. Теряя терпение, некоторые другие ученые сейчас настаивают на более активной программе MITI для обмена сообщениями с внеземным разумом, которая не просто слушала бы, но на самом деле посылала мощные сообщения другим звездам, стремясь установить контакт. Более тревожной является возможность того, что инопланетные цивилизации остаются вне контакта, потому что они что-то знают, посылать сигналы катастрофически рискованно. История нашего вида подарили нам много примеров того, что может произойти, когда встречаются цивилизации с неравными технологиями. Как правило, технологически более продвинутые уничтожали или порабощали других. Неопознанные объекты в связке с авиаторами – не редкость. Так, 21 января 2001 года в 20:30 над Барнаульским аэропортом завис яркий шар. На тот момент к вылету из аэропорта готовились два рейса – транспортный Ил-76 на Москву, который был в Барнауле на дозаправке, и Як-40 на Бугульму, транзитом через Омск. Светящийся предмет наблюдался в районе аэропорта в течение часа. Экипаж самолета Ил-76, принадлежащего компании Tessis, отказался взлетать согласно нормативной инструкции. Экипаж транспортника вместе с руководителем полетов Барнаульского аэропорта произвели совместное наблюдение этого явления с Земли. После чего командир принял решение вылететь из Барнаула утром. Еще один самолет-транспортник, следовавший из Иркутска, не совершив промежуточной посадки в Барнаульском аэропорту, отправился на запасной аэродром. Аэродром закрыли на 1,5 часа. Вскоре шар исчез. С других концов аэропорта за необычным явлением следили в бинокле. Это был светящийся объект округлой формы оранжевого цвета. Хотя очевидец заметил, что цвет преломлялся от фиолетово-зеленого до красного. Наблюдатели с биноклями впоследствии сказали, что у светящегося шара было четкое распределение по цвету: вверху красный, внизу зеленый. Интенсивность свечения шара была одинаковой, не рассеивающейся. Светящийся объект то снижался, то приподнимался, то есть делал колебательные движения. Спустя час, поколебавшись над равниной, стал уходить. Интенсивность свечения шара не изменилась.
Неопознанный объект появлялся в зоне аэропорта несколько дней подряд. Диспетчерам не удалось засечь объект на локаторах. О ЧП сообщили в Минобороны. Ни о каких запусках ракет тогда не сообщалось. Впоследствии было получено подтверждение от Минобороны о нахождении неопознанного объекта в аэродромной зоне. Известно, что в 1995 году появился документ, обязывающий авиаторов сообщать о неизведанных явлениях. 9 ноября 2018 года в 6:47 местного времени пилот рейса авиакомпании British Airways связалась с управлением воздушным движением аэропорта Шаннон, чтобы спросить, не проходят ли какие-либо военные учения в ближайшем к самолету воздушном пространстве, поскольку она увидела нечто движущееся очень быстро. С космической скоростью. Но учения в этом районе не проходили. А пилот рейса Монреаль, Лондон сообщила диспетчеру о том, что экипаж наблюдал очень яркий свет, а потом с левой стороны самолета неожиданно появился неизвестный объект, который затем резко улетучился. По мнению летчицы, объект не шел на столкновение с лайнером. Пилот самолета авиаперевозчика Virgin Airlines предположил, что это может быть метеор или другой объект, входящий в плотные слои атмосферы Земли. По той же траектории проследовало еще несколько очень ярких объектов. Получив в этот день несколько сообщений от экипажей самолетов о необычных объектах в воздушном пространстве у юго-западного побережья Ирландии, местное авиационное управление сообщило, что составлен отчет. А в августе 1980 года НЛО в форме светящегося шара с хвостом появился над военным аэродромом южнее Барнаула и сделал над ним ровный круг на малой высоте. Из-за этого самолетам в воздухе запретили идти на посадку. Потом объект резко поднялся вверх до высоты 4000 метров и сделал еще один круг, после чего поднялся до высоты 8000 метров и ушел в сторону Барнаула, но вскоре возвратился, снизился до высоты 4000 и опять стал делать виражи над дальними приводами аэродрома. После этого он набрал скорость и улетел в сторону Новосибирска. Полет объекта со стороны Семиполатинска через Барнаул до Новосибирска и его маневры над аэродромом наблюдались визуально и прослеживались на экранах радиолокаторов. Пасечника из села Быково-Шипуновского района сбил мотоцикл. 12 июля 1989 года. В поликлинике мужчине сделали рентгеновский снимок. Он показал переломы ребер, трещины лопатки, растяжение шейного позвонка. Несмотря на боль, сельчанин наотрез отказался от госпитализации. Не решившись оставить без присмотра хозяйство, пасечник отправился домой. На следующее утро пострадавший очнулся после странного видения, в котором некие странные существа делали ему операцию. Все это казалось на удивление реальным. Правдоподобность произошедшему добавило и полное отсутствие боли от вчерашних травм. Мужчина вновь пошел в поликлинику, где снова сделал рентген. Он был ошеломлен, переломов на снимке уже не оказалось. В июне 1993 года двое жителей Косихи Алтайского края видели, как в огород к одному из них опустился летательный аппарат, имеющий форму юлы. Спустя некоторое время объект улетел. Но на почве остались отчетливые следы, 3 вдавленные окружности диаметром около 20 сантиметров. Уфологи пришли к выводу, что именно здесь совершал посадку НЛО. С 1993 года барнаулец Василий Игнатьевич регулярно общался с пришельцами. По его словам, гуманоиды часто бывают на нашей планете и даже установили радиомаяк для сверки курса на горе Белуха. Наш край они используют как промежуточный космодром и место дозаправки. Он не только часто общался с инопланетными друзьями, но и бывал у них в гостях. Правда, улетал он туда из Омского госпиталя и в виде монокристалла через сжатое пространство и время. В 1994 году в Барнауле массово наблюдали за НЛО. Уфологи тогда обследовали свидетелей этих полетов, и оказалось, что на них воздействовало излучение, у очевидцев появились эйфория, плаксивость, стали сниться цветные сны. Некоторым, наоборот, сны вообще перестали сниться, у кого-то прошли хронические головные боли. В 1994 году над Телецким озером на Алтае наблюдался воздушный бой 2 НЛО. В результате один НЛО был сбит другим. Объект был полностью уничтожен, следов не найдено. Из села Алтайского поступило сообщение о громком хлопке, напоминающем звук взрыва.
Это случилось 20 февраля 2004 года. Одновременно с ним, как рассказали сельчане, произошло сильное сотрясение почвы. Согласно другим наблюдениям, в это же время в небе появлялся неопознанный объект. Пролетев некоторое расстояние с запада на восток параллельно Земле, НЛО под крутым углом опустился вниз. В новогоднюю ночь с 2007 на 2008 год барнаульский оператор-любитель Сергей Стрельцов, дежуривший в локомотивном депо, снял на бытовую видеокамеру необычный светящийся диск с воронкообразным хвостом, который, меняя скорость и направление, двигался на большой высоте с северо-востока. Пролетев над Барнаулом, объект на некоторое время завис в небе, после чего исчез. Ни на ракету, ни на самолет движущееся тело не было похоже, утверждали Сергей и его товарищи по бригаде, наблюдавшие эту картину. В 1990 году «Алтайская правда» напечатала рассказ работника службы обеспечения безопасности полетов Паньшина. По его словам, 1 марта 1990 года диспетчеру Барнаульского аэропорта дали команду посмотреть на индикаторе кругового обзора, видит ли он метку в районе моторного завода. Метку диспетчер не увидел. Но секунд через 10 она появилась, причем не такой формы, как от самолетов. Метка двигалась в сторону аэропорта, а примерно в 5 километрах от него пропала. При расчете скорости метки по индикатору она составила около 6000 км в час. В 1995 году появился документ, согласно которому работники аэропортов России должны фиксировать аномальные явления и докладывать о них в вышестоящие структуры. Астрономы нашли звезды, с которых инопланетяне могут следить за Землей. Одним из возможных мест, где стоит искать инопланетную жизнь, является ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра. Даже зафиксирован необычный радиосигнал из этой звездной системы, который может являться признаком разумной жизни. Малёбская аномальная зона, известная также под названиями Малёбкинский треугольник, Пермский треугольник, М-зона, давно привлекает внимание исследователей паранормальных явлений и простых искателей приключений. Находится на границе Свердловской области и Пермского края, на левом берегу реки Сылва, между селом Малёбка и деревней Каменка, в которой, по утверждениям российских уфологов, происходят паранормальные явления. Здесь, среди лесных чащоб и глубоких оврагов, люди столетиями сталкивались с необъяснимыми событиями: темные предметы в небе, свечение в лесу, странные звуки, пугающие силуэты, дефекты на фото, потеря ориентации и времени. Начнем сначала. В древние времена эта местность была святым местом для народа Манси. Здесь находился особый молебный камень, на котором совершали обряды жертвоприношений. Именно от него поздней и пошло название самой деревни. Говорят, что чертовщина здесь творилась всегда. В 1980-х годах молебка прогремела на всю страну как первая, признанная на территории Советского Союза аномальная зона. И это вам не шуточки. К тому времени много чего успело произойти в этой местности, было проведено немало экспедиций. Чтобы вы понимали всю серьезность, существовала Пермская комиссия по изучению аномальных явлений при Союзе научных и инженерных обществ СССР. Начало исследованиям и экспедициям положил один случай. Местный житель увидел, как с неба в пруд упал странный объект огромного размера, после чего на пруду поднялись волны высотой 10 метров. Для себя мужчина дал определение этому объекту как некое космическое тело, метеорит или НЛО. Этой историей заинтересовался знаменитый советский уфолог и геолог Эмиль Федорович Бачурин. Он стал приезжать в Малёбку и исследовать местность. В октябре 1984 года он увидел, как большой фиолетовый шар поднялся со стороны леса и медленно растворился в небе. В том месте на поляне в лесу он обнаружил большой круглый отпечаток диаметром 62 метра. Трава в нем была сухой, примятой, а снег внутри растаял. Бачурин решил, что это место посадки НЛО. Довольный находкой, он поспешил домой, но, придя на вокзал, обнаружил, что его часы отстают более чем на 2 часа. Анализы почвы, взятые исследователем в обнаруженном месте посадки НЛО, показали очень высокое содержание редких химических элементов скандия и иттрия. Концентрация их в пробах превышала норму в 30 раз. Местных жителей этот случай не удивил. Они выложили геологу целый ряд фактов об аномальной зоне, которые он записал и систематизировал.
Бачурин обнародовал свои наблюдения, подкрепив результатом анализов. В 1986 году в окрестностях Малёбки побывала первая экспедиция с исследователями аномальных явлений. Руководил экспедициями председатель Горьковской секции Всесоюзной комиссии по аномальным явлениям, кандидат технических наук Эдуард Ермилов. С тех пор эта зона стала объектом пристального внимания российских и зарубежных уфологов, а также всех тех, кто интересуется необъяснимыми явлениями. Широкой публике это место стало известно после опубликованных в газетах статей Юрия Беликова «Пермяка», который стал первым из журналистов, побывавших в экспедиции в М-зоне, и Павла Мухортова, рижского журналиста, посетившего это место год спустя. Цикл статей о внеземных контактах Эмский треугольник или «Чужие здесь не ходят» П. Мухортова произвел настоящий фурор. Хоть свидетели его экспедиции поговаривали, что описанные события были приукрашены, интерес к этому месту был огромен. Так пермская аномальная зона стала широко известна не только уфологам, в Малёбку хлынул огромный поток туристов, которые месяцами искали какое-нибудь аномальное явление. Жители села Малёбка были не рады такому наплыву туристов. Весной 1990 года местные газеты опубликовали опровержение тезисов об аномалиях, которое было подписано сотней жителей села. Но особого результата это не дало, наплыв заинтересованных людей было уже не остановить. Согласно уфологическим экспедициям и показаниям туристов, в Малёбском треугольнике наблюдали необъяснимые явления, светящиеся шары и столбы встречались со звуковыми и визуальными миражами, терялись в пространстве и времени, видели таинственных существ большого размера. Здесь случались отказы аппаратуры, чувствовались удары током от Земли и ощущался эффект чужого присутствия. На снимках виднелись неизвестные шары, которых не было в реальности. Свидетельства есть, фото и видеоматериалы, но они не дают однозначной трактовки. Малёбская аномальная зона сейчас – это туристическое место, слегка угасающее, ведь поток туристов и любителей непознанного в М-зону существенно снизился, но имеющие тематические арт-объекты, таблички, тропинки и немногочисленные, но современно оборудованные места остановки нынешних уфологов, исследователей и авантюристов. Представьте себе глухую ночь в лесах Пермского края. Лунный свет едва пробивается сквозь густую крону деревьев, полная тишина, которая лишь изредка нарушается звуками ночных птиц. Но вдруг яркая вспышка света, словно звезда упала с неба, и слышен низкий гул, который идет будто отовсюду. Ощущение подавленности, будто твоим разумом кто-то овладевает. Именно так начинались многие истории о встречах с НЛО в Малёбской аномальной зоне, загадочном месте, где со времен СССР рассказывают о встречах с пришельцами. Как местные жители, так и исследователи Пермской аномальной зоны Малёбка утверждают, что здесь можно часто наблюдать действительно невероятные и странные явления, которые сложно объяснить с точки зрения земной логики и рациональности. Многие посетившие Малёбский треугольник рассказывают об эффекте присутствия, странном ощущении, будто за ними кто-то наблюдает. Причем этот эффект не проходит на всей территории треугольника. Многие исследователи рассказывают о необычном поведении костра в аномальной зоне. Это явление прозвали «живой костер». Пламя может вдруг вспыхивать, как будто в костер налили бензин. Мобильная связь в Пермской аномальной зоне Малёбка работает не очень. Можно даже не рассчитывать позвонить из самого Малёбского треугольника. Между тем, есть здесь одно место, которое уфологи называют телефонная будка, небольшой участок размером 2 на 2 метра, внутри которого уровень сигнала на сотовом телефоне показывает почти все полоски. В Малёбском треугольнике бывали необычные случаи, когда люди встречали странные черные силуэты. Они сопровождали людей в пути и будто наблюдали. При этом силуэты вели себя так, будто обладали разумом. При попытке приблизиться к ним, они вдруг быстро отдалялись или же вовсе исчезали. Часто в Малёбском треугольнике можно наблюдать любопытный эффект при проведении ночной фотосъемки. Отражение света вспышки от, казалось бы, пустого места таким образом, будто там присутствует невидимый глазу реальный объект. Подобный отраженный свет временами принимал формы людей или неизвестных науке животных. Местные жители рассказывают, что неоднократно видели в Малёбском треугольнике летающие шары серебристого цвета, которые внезапно появляются в небе, висят там некоторое время, а затем исчезают. В случае появления такого шара в ночное время, он выглядит будто вторая луна.
По словам свидетелей, светящиеся шары, а также странные капсулообразные тела могут появляться в небе Малёбского треугольника группами по нескольку штук сразу. Они могут выстраиваться в прямые ряды или в различные геометрические фигуры, зависать на некоторое время в небе, а затем исчезать. При нахождении в М-зоне некоторые из исследователей слышали звуковые аномалии. Однажды был случай, когда туристическую группу продолжительное время преследовал звук подъезжающего автомобиля. Гул двигателя был очень реальным, он то отставал от туристов, то догонял их. В один момент всем показалось, что автомобиль сейчас въедет прямо на поляну, где был привал. Люди невольно посторонились, но никакой машины не было, да и не могло быть. Туристы двигались в лесу по узким тропинкам, а расстояние до ближайшей дороги составляло несколько километров. Среди посещавших аномальную зону многие рассказывают про так называемые блудные места. Там часто бывает такое, что отправившиеся в лес люди могут заблудиться в 3 соснах. Они кружат часами на одном и том же месте, не находя знакомых тропинок и не узнавая местности. А затем вдруг место будто бы отпускает их, и выясняется, что они заблудились практически около дороги или реки. И это несмотря на то, что местным жителям в этом лесу с детства знакома каждая тропинка, каждый бугорок, каждая полянка, и заблудиться здесь они не смогли бы даже ночью. Павел Мухортов, рижский журналист, рассказывал, что неоднократно наблюдал вместе с остальными участниками экспедиции необычные пространственно-временные аномалии. К примеру, отмеренные в дневное время 30 метров уже ночью казались 80 метрами. Отдалившись от палаточного лагеря на 200 метров, уже с большим трудом можно было определить направление, где был лагерь. Наиболее распространенными аномалиями в Малёбском треугольнике являются различные казусы со временем. Один раз у целой группы туристов наблюдалось отставание часов на одно и то же время. В другой раз часы словно сходили с ума и показывали у всех разное время. В М-зоне, по словам очевидцев, происходили и другие паранормальные явления, может, более редкие, менее значительные, но все же очень странные. Например, были случаи, когда быстро нагревались различные предметы, поваленное дерево, камень и прочее. Бывали случаи, когда предметы самопроизвольно поднимались в воздух и на какое-то время там зависали. Также в этих местах аккумуляторы и батарейки разряжались с удивительной скоростью, аппаратура выходила из строя. Некоторые люди утверждали, что вступали в контакт с представителями внеземных цивилизаций и телепатически с ними общались. Иногда у реки Сылва наблюдали изменения направления ее течения. Описываемые события говорят о том, что здесь явно что-то происходит.